Здравствуйте, дорогие зрители! Этот выпуск будет особенно интересным для тех, кто занимается тортом на заказ. Наверное, вы уже не раз себе задавали вопрос, как сделать на декоре из желе красивую надпись. По сути, это сделать очень сложно, так как желе имеет очень гладкую поверхность. У меня недавно возник тот же вопрос. Была такая задумка сделать женский торт с духами. И духи я хотела сымитировать с помощью желе. Оно прозрачное, нежное. Ну и стал вопрос, как же сделать красивую надпись на духах. И вот я нашла выход из этой ситуации. В этот раз я буду оформлять торт на боку. Как мне кажется, этот вариант идеально подходит для моей идеи. Торт я выравнивала ганашем, масло, шоколад. Ганаш у меня окрашен. Я использовала красителя в очень маленьком количестве, типа эвкалипт. Как обычно, после сборки и выравнивания торта мы приступаем к декору. Этот декор нужно сделать хотя бы за сутки, чтобы он успел высохнуть. И мы начинаем с самого главного, с надписи. Для этого я буду использовать обычный скан и вафельную бумагу. Смотрите, у вафельной бумаги есть две стороны. Кладем отрезок гладкой стороной кверху. Теперь нам нужно это прикрепить к рабочему столу и приступаем к надписи. Для этого я использую экструдер с насадкой круг, самая маленькая. В данном случае, если у вас мастика покупная, то выбирайте такую, которая более стабильна к высокой влажности. Выдавливаем вот такую полосочку, немножко раскатываем, делаем еще немножко тоньше и начинаем создавать буквы. Вафельная бумага у нас прозрачная, поэтому текст отлично видно. Мы сверху на текст накладываем такие же буквы из сахарной мастики. Пользуясь кондитерским клеем, приклеиваем каждую буковку сверху. Из тех способов, которые я пробовала, я имею в виду надписи, как сделать надпись на декоре из желе, ни один не подошел. Ни шоколад, ни сахарная мастика. Но, как оказалось, именно вафельная бумага чудесно держится на декоре из желе. Вот таким способом мы наносим весь текст на вафельную бумагу. После окончания смотрим внимательно, чтобы наш текст был написан ровно. Как бы вроде бы текст перенесен хорошо. Вот так, если нужно подправить под линеечку. После этого вот в таком состоянии мы оставляем нашу заготовочку на некоторое время, минимум на 4 часа, чтобы текст из сахарно-рисовой мастики затвердел. После этого мне нужно было окрасить надпись золотом. Я использовала золотой кондурин, античное золото, разводила на спирте. Вот в итоге у меня получилась такая красивая надпись. Оставляю до нужного момента. В тот же день, когда мы делаем вот эту заготовочку, нам нужно еще заготовить лепестки. В данном случае я использовала белую сахарную рисовую мастику, а потом затонировала лепестки. Лепестки для цветка могут быть такие, как вам нравится. Есть вот крупные, средние и практически совсем маленькие, которые будут использоваться в центр. Лепестки надо подготовить где-то за сутки до декорирования торта, чтобы они успели высохнуть. Вот такое количество я заготовила. Я не считала, приблизительно где-то 30 лепестков разного размера. Вот они у меня еще здесь досушиваются и ждут своего момента. Двигаемся дальше. С одной стороны торта я решила использовать трафаретный рисунок. Выбрала вот такие листья. Сделала отпечаток тем же кремом. Я присматривала другие трафареты, но вот именно данный рисунок мне показался, что подойдет более всего. После нанесения оттиска убираем торт в холодильник, чтобы наш рисунок охладился, потому что мы его еще будем подкрашивать. Пока торт в холодильнике, нам нужно приготовить желе. Можете взять обычное из магазина розового цвета или приготовить самостоятельно.
Состав ингредиентов я напишу в описании под видео, какие есть варианты желе. Вот очень важно, надо снять вот эту белую пенку сверху, чтобы желе у нас оставалось более прозрачным. Заливаем желе в обычную тарелку, так чтобы оно у нас было толщиной приблизительно 7-8 мм. И убираем в холодильник. Буквально за 30 минут желе застынет. И мы его вырезаем из тарелки вот таким образом, вытаскиваем и перекладываем на ацетатную пленку. Теперь вырезаем носканием форму для духов. Напоминаю еще раз, что рабочие сканы есть в телеграм-канале, переходите по ссылке. И вырезаем по форме. Сначала вырезаем просто острым ножом. Дополнительно нагреваем. После этого обязательно протираем салфеткой, потому что может быть черный налет на ноже. И теплым ножом сглаживаем все неровности. Выглядит отлично. И переходим теперь к самому главному. Сначала вырезаем точно по рисунку. Теперь нам нужно прикрепить декор из желе на торт. Здесь мы используем тот же крем, только немножко теплее, чем комнатная температура, чтобы он был очень мягким. Тогда отлично будет держаться. Приклеиваем духи из желе к торту. Смотрим, где у нас излишки крема. Вот я убираю излишки крема мастихином, очень удобно. Теперь клеим надпись. Такую надпись мы клеим просто на воду, обычную воду. Обильно смазываем декор желе водой и прикладываем. Поначалу вафельная бумага может сворачиваться, но мы быстренько той же водичкой проходимся сверху. Аккуратненько кисточкой просто увлажняем вафельную бумагу. Вот так просто с помощью воды, вафельной бумаги, сахарной мастики мы создаем красивые духи. Теперь немножко затонируем наш отпечаток трафаретный. Здесь я использовала белый краситель, немножко подкрасила. После этого использовала съедобный бисер. Вот я здесь прикрепила несколько больших жемчужин и мелкого бисера. Вот смотрите, какая красота. По-моему, очень нежно. После этого мы приступаем к созданию цветка. Начинаем формировать цветок из последнего ряда лепестков и берем самые крупные лепестки. Приклеиваем к торту с помощью того же крема. После того, как мы сделаем первый ряд лепестков, делаем следующий ряд. Лепестки используем меньшего размера. Ну и постепенно приближаемся к центру. Тут уже зависит, какой именно цветок вы хотели бы сделать на данной композиции. Здесь уже, как говорится, ваша фантазия. Ну и остались последние штришки. Я все-таки решила еще сделать окантовочку золотую на надписи. Как вы считаете, напишите в комментариях. По-моему, так смотрится лучше. И немножко золотых мазков по нашему фону. Ну вот, это мой конечный результат. Получился вот такой нежный тортик в нежных тонах. Жду ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, может, у вас есть какие-нибудь другие идеи по поводу, как вы делаете свои надписи. До следующего выпуска. Мы скоро увидимся.